Книга 12. Тао. Путь Вознесения. Война Сириуса и Плеяд. Сириус и Плеяды воевали за определенные солнечные системы, которые хранили в себе некоторые минералы или ресурсы, со временем интересовавшие каждого. Такая война редко затрагивала их родные солнечные системы Сириус или Плеяд. Вместо этого, звездные войны разворачивались во внешнем пространстве, где отсутствовала большая численность неприятеля, кроме задействованной дочерней армии, командиров и базового космического корабля. Одна из солнечных систем, за которую воевали Плеяды и Сириус, была Солнечной системой, в которой существует Земля. Каждый видел, что это место богато различными ресурсами, главным образом, золотыми ресурсами и другими залежами минералов на Земле. В конечном счете, один из командиров плеядианской бригады захватил инициативу в войне и перевел военные действия прямо к Сириусу, после чего разрушил ледяные щиты на Сириусе Б, сделав ее водной планетой. Это сильно оскорбило Сириус, последний находился на грани полномасштабного нападения на Плеяды. Вместо этого, сириусианская духовная элита увидела другую возможность для сириусианской цивилизации – возможность вознесения. Благодаря вознесению в другое измерение, сириусианцы буквально оставили бы позади всех разжигателей войны, пытавшихся захватить сириусианские ресурсы. Когда такой план стал окончательным решением Сириуса А и Б, Земля и Солнечная система передавались Плеядам для добычи ресурсов. Когда Сириус выдвигал Землю в компенсацию за разрушение одной из плеядианских планет, совершенное в ходе возмездия за Сириус, и истощение золотых частот их Солнечной системы, было заключено множество поразительных соглашений. Например, обнаружились соглашения Сириуса с Плеядами на передачу Сириусом в расе людей для добычи на Земле золотых ресурсов, которые тогда были необходимы Плеядам для выживания. Сириус решил использовать с этой целью людей, которые выжили в начальном экспериментальном отборе, и продолжил создавать ряд людей правящего класса, имевших вытянутые черепа и увеличенный мозг, которые управляли бы созданными людьми, с целью добычи золота на Земле для Плеяд. Сириусианская духовная элита настраивала реальности Земли в качестве противоположной полярности, якобы необходимой для сириусианского вознесения, чтобы Земля испытывала падение, а Сириус возносился бы в равной пропорции. Сириусианская элита искренне полагала, что подобные действия – это единственный путь, следуя которому они смогли бы вознестись, и к большому прискорбию настроили таким образом реальность Земли, позволив событиям развиваться именно таким образом. К сожалению, такие действия также породили груз кармы, ибо они шли против всех норм созидающего закона, сплетавшие грезу для другого, чтобы он испытал ее, не имея на то взаимного соглашения. Земля не заключала никаких соглашений, чтобы испытывать падение. Падением манипулировали, через заякоренную вокруг Земли сириусианскую человеческую грезу, посредством человеческого вида, а также видов дельфинов и китов. Сейчас, точка зрения Земли такова, что данная Солнечная система – не собственность какого-либо другого создателя, или творения, гуманоидного вида, или кого-либо другого. И действия по отношению к Земле и Солнечной системе фактически есть глобальное нарушение созидающего закона, что навлекло на себя огромную карму с точки зрения великого центрального Солнца. Как Сириус, так и Плеяды, и в частности, существующие там гуманоидные расы, наряду с Арктуром, имеют настолько большую карму в связи с тем, что вызвали падение сознания на Земле, что для любого из них ее может оказаться слишком много, чтобы возвратиться домой к своему великому центральному Солнцу, когда будет идти сворачивание и завершение их цикла. Возможно, это не приведет к бедствиям на Плеядах,
которые упустили свою последнюю благоприятную возможность возвратиться домой свыше 10 миллионов лет назад. Однако, это реально предвещает бедствие на Сириусе, в планы которого входит возвращение домой так же как и Земле через 48 тысяч лет, 192 тысячи человеческих лет. Арктур обеспокоен не меньше Сириуса, потому что записи от вознесения Земли разделяются с Великим Центральным Солнцем, находящимся в ином параллельном творении. Сириус и Земля были частью одного и того же набора звезд, которые выходят из Великого Центрального Солнца, и которые разошлись порознь, сформировав созвездие Дракона 24 миллиона лет назад. Со временем, Сириус забыл, что Земля и наша Солнечная система реально являлись частью его самого, и предпочел использовать их, чтобы реализовать свое неполное вознесение к следующему измерению. Сириус передал непринадлежащие ему полномочия другим гуманоидным существам, совершившим вторжение, и ограбившим это место ради ресурсов, которые переправлялись в Плеяды. Это подобно вашим собственным переживаниям торговли. В реалиях жизни, данное действие можно считать большим предательством по отношению к Земле. Однако, в конечном счете, это может вылиться в то, что Земля возвратится к Великому Центральному Солнцу, а Сириус потерпит неудачу, или воспламенится. Впрочем, если Сириус тщательнейшим образом изучит свои дурные уроки, то, возможно, ему удастся отклонить такое вероятное будущее.